Здравствуйте, меня зовут Елена. В моей коллекции 250 сортов пеларгоний. Сегодня показываю цветение тюльпановидной пеларгонии Эмма Фран Бенгстбо. Название шведское, поэтому трудно выговаривать его. В дальнейшем буду называть ее просто Эммочкой. Скажу сразу, про этот сорт самое важное. Закрученный край листа у взрослых листьев – это норма. А молодые листики, видите, по контрасту отличаются. Внизу старый листик, и вот растет молоденький. Еще не успел закрутиться, но впоследствии, я думаю, он станет закрученным, потому что если взрослые листья у этой пеларгонии ровные, значит, скорее всего, сорт не зацветет по сорту. Это спорт, генетическая мутация. У меня было 3 экземпляра Эммы, но ни один из них не спортил. Но такое все-таки возможно от воздействия неблагоприятных факторов. Второй факт про этот сорт, что Эмма очень любит цвести. С этим, я думаю, согласятся все. Я думаю, что вы видели фотографии этого сорта в интернете с большими шапками, и их много. Любимая пеларгония, и для меня этот сорт без капризов. Знаю, что из 100% отзывов 20% про этот сорт будут негативными. На одном из известных интернет-ресурсов я прочитала мнение человека, который пишет, что я 2 года промучилась с этим сортом, и мы расстались преисполненные полной неприязни друг к другу. Я могу ответить этому человеку, что зачем же было так долго мучиться? Нужно было просто переукоренить для себя этот сорт. И вполне возможно, у вас бы сложилось совершенно другое мнение про тот черенок, который с раннего возраста рос в ваших условиях. У меня некоторые сорта были по несколько экземпляров. И я хочу сказать, что несмотря на то, что они относились к одному сорту, у каждого были свои особенности. Конечно же, при уходе за пеларгонией нужно наблюдать за каждым растением и стараться с ним договориться. Это первое цветение данного экземпляра. У меня она живет уже год под лампой. Все время под лампой, без естественного освещения. Ну вот я долго ждала ее цветения, она наконец зацвела, но в серединке засушила часть соцветия в связи с тем, что стоит прямо под лампой. Вполне возможно, растению жарко. Возможно, не хватило влаги, чтобы вытянуть соцветия побольше. Красавица Эмма тонконогая, и у нее есть такая особенность: ветки достаточно хрупкие и могут обламываться. Это растение хотело цвести еще год назад, но получилась такая ситуация. Обломалась одна из веток, и все-таки она не любит обрезку. И из-за этого отложилось ее цветение практически на год. Некоторые жалуются, что долго обрастает, но у меня такого не было. Вот посмотрите, за год, получается, у нее образовалось уже 3 веточки. Ее мама цвела у меня в другом помещении, цвела всю зиму, без всякой подсветки.
Поэтому мне очень нравится этот сорт, потому что не так много сортов цветут зимой. Что касается цвета, он очень приятный. Это нежно-розовый, очень светлый розовый с лососевым оттенком. Тюльпанчики, как вы можете видеть, удлиненной формы. Они небольшие по размеру, но в соцветии их достаточное количество для того, чтобы соцветие не казалось маленьким. И листики ее мне очень нравятся. Я даже нахожу в этом особую изюминку сорта, в том, что не перепутаешь с другим сортом, что она так подворачивает край листика. Листики очень красивые, как вы можете видеть, блестящие, рифленые. На моем канале есть видео про сорт Марбаска тюльпан. По-моему, там уже 3 видео. Ссылку я сброшу под этим роликом. Чем они отличаются? У Эммы тюльпанчики продолговатой формы, а у Марбаски тюльпан они напоминают по форме бочонки. Оттенок похож, но у Марбаска тюльпан, тюльпанчики разукрашиваются на солнышке в неравномерный цвет, то есть розовеют. Эммочка аристократка, она всегда с бледными цветочками. Цветонос, как вы можете видеть, средней длины. Сейчас это растение в высоту вместе с цветоносом около 30 сантиметров. Находится в горшочке всего лишь диаметром 9,5 сантиметров. И объем грунта, соответственно, около 0,3 литра. У меня почему-то этот сорт растет медленно. Может быть, потому что я держу в маленьком горшке, не пересаживаю в большой. Но я слышала, что может дорасти до размеров стандарта. Мой совет, если хотите сохранить этот сорт компактным, держите его в небольшом горшке. Что касается полива этого сорта, если нету бутонов и соцветий, то воды пьет мало. Я слышала обратное мнение, но я с ним не могу согласиться. Будьте осторожны, не переливайте этот сорт. Конечно же, после того, как появились бутоны, поливайте обильно. И когда она уже начала цвести, грунт должен быть достаточно влажным все время, иначе может засушить. Я все время прищипывала этот сорт. Не могу сказать, что она очень отзывчива на прищипку. Все-таки наиболее легкая формировка с помощью обрезки. Если подсушивает край листа, то это значит, что в какой-то момент ей не хватило влаги или было жарко. Вот она сбрасывает старый листик, я специально не удаляла, чтобы показать вам. Но она у меня стоит прямо под лампой. Вполне возможно, ей жарковато, потому что рядом сорта некоторые тоже могут подсушивать. Листья показывают таким образом, что для них избыток не только света, но и температуры. Укореняется прекрасно, достаточно быстро, и у меня получился замечательнейший черенок, и я даже после продажи его пожалела, что не оставила себе дубль, потому что он быстро сформировался в красивый пушистый кустик. Рекомендовать этот сорт начинающим или нет, я не знаю, решайте сами. Я думаю, что тот, кто хочет научиться ухаживать за Эммой, сделает все и будет наслаждаться ее прекрасным обильным цветением. Кустик с обратной стороны. Значит, пора уже обрезать. Вот такая сегодня была прекрасная аристократка Эмма Фран Бенгстбо. Если вам понравилось это видео,
Ставьте, пожалуйста, лайк, подписывайтесь на мой канал. Готовлю новые видео для вас. Уже более 100 видео на моем канале. Посмотрите, пожалуйста. Вполне возможно, вы найдете для вас интересные видео. На этом все. До новых встреч!